В окрестностях Муйне не так уж и много достопримечательностей, но все же несколько из них претендуют на то, чтобы их посетили. Наша первая экскурсия была по 3 из них. Чамские башни, храм Кита и гора Таку с пагодой и статуей лежащего Будды. Много лет назад всю центральную и южную часть Вьетнама занимали княжество народа тямов, или чамов в другом прочтении. Сами вьеты жили далеко на севере, примерно в районе, где сейчас находится Ханой. Первые тямы достоверно появились в Вьетнаме уже в I веке. Они процветали почти 15 веков, но с XIV века вьеты постепенно стали дожимать чамские княжества. Первыми пали княжества в Центральном Вьетнаме, потом вьеты шли все дальше на юг, и к концу 15 века у тямов осталось лишь небольшое княжество на самом юге Вьетнама. Полностью подчинить все последние земли тямов вьетнамцы смогли только в начале 19 века. Современные тямы исповедуют ислам или индуизм, но исторически они все-таки индуисты. Тямы стали самыми искусными мастерами кирпичного дела во всей Азии. Их башни в Муйне стоят более 1000 лет. Тямские, или по-другому чамские башни – самые высокие индуистские кирпичные строения в Азии. Вместо раствора тямы пользовались каучукосодержащим соком местного дерева. Кладка очень прочна. Даже у храма, сильно разрушенного эрозией, вытащить кирпич из стены непросто. Тем же соком храм покрывали сверху донизу после окончания работы резчиков. Застывший сок образовывал водонепроницаемую пленку на поверхности. Тямская кладка крайне плотная, зазор между кирпичами зачастую невозможно найти, благодаря чему готовое здание становится полностью водонепроницаемым еще до нанесения слоя сока сверху. Этой кладке несколько сотен лет, и ее особенность в том, что между кирпичами нет никакой цементной основы. Есть много версий, как это крепилось. То есть то, что снаружи мы видим, это как бы современные заплатки. Как крепилось это то ли на яйцо, то ли на какие-то там джемы сладкие, на медовую основу, но стоит. Ага. Алтарь. Стандартный алтарь. Несмотря на то, что считается, что храм больше мусульманский. Пошли посмотрим, что там такое за песнопение. Красотец. Как мы удачненько зашли. И прямо вплотную к этому примыкает обычная пагода. Можно еще раз посмотреть на кладку.
Вот это новое внизу, сразу видно. Храм кита в Фантьете – это культурный объект фольклорных верований рыбаков провинции Бинтуан. Он был основан в 1762 году в Нхамнго для поклонения божеству Намхай, то бишь киту. Рыбаки уважают божество, верят, что оно спасет их от грозы, сильных волн и штормов в море. Храм кита. В центре города. Живая улочка здесь. Вот сам храм. Местные рыбаки верили, что кит их защищает от всех и вся. Вот. Вот там кита, как там еще живой, слушайте внимательно, когда кит еще живой, вес 65 тонн. Слышно, да, 65 тонн вес этого кита, так сказать, до того, как от него остались только косточки. Не буду подвергать сомнениям, настоящий ли это скелет кита. Вот написано 22 метра, 65 тонн. Был выловлен в 1758 году. Еще раз, 1758 тоже алтарь. Все как положено. На улице непереносимый запах, не так, переносимый, но не очень вкусный запах жареной рыбы, мелкой какой-то. Поехал бы ли я сюда самостоятельно? Привезли, показали, хорошо. И, наконец, гора Таку. Статуя Будды и храмовый комплекс пагода Линь Шон Чонг Тхо. Высота горы Таку около 700 метров. На ее вершине находятся буддийские храмы, пагода и самая большая статуя лежащего Будды не только в Вьетнаме, но и в Юго-Восточной Азии. История этого священного для вьетнамцев места началась в конце XVIII века, когда местный монах, живущий в пещере, излечил императрицу от какой-то там болезни. После этого императрица повелела построить для монаха пагоду. К строительству подключились местные жители. На своих плечах на высоту 700 метров через непроходимые джунгли они поднимали камни и другой строительный материал. Достроили храмы и пагоду уже после смерти монаха. Последний комплекс, кстати, был открыт в этом году в феврале месяце. А статую лежащего Будды выдрузили на вершину горы уже в 1958 году. Это гора Таку. Таку. Здесь наверху статуя лежащего Будды. Вот отсюда мы поедем на таком вот трамвайчике. Господи, машинке, не знаю как, электрокаре. Ехать достаточно далеко, потом поднимаемся по ступенькам, на гору, за гору. Ну, буду снимать. Приехали на таком электрокаре. Сейчас пешочком наверх, и там фуникулер наверх горы. Фуникулер. Сколько их набилось в вагончик. Очередной домик пагоды открылся вчера, 18 марта 2025 года.
Надписи все на китайском, потому что около 1000 лет Вьетнам был под китайским владычеством. На память. Вот такой вид открывается с горы. По этой лесенке поднимались. Фух, тяжело. Слава богу, солнце не светит. Вот это новые пагоды. Здесь был всего один комплекс, его восстановили и добавили еще несколько строений. И вчера, между прочим, было официальное открытие. И столовка тут, и кафешка. Нирвана, буддист статуя. Деревянные изразцовые, резцовые украшения, орнамент, все вручную сделано. Сейчас пойдем внутрь. Прекрасное оформление. Все наверху украшения, они разные. Вот рука держит раковину, рука держит пиалку. Народ спрашивает, что это за еда стоит перед скульптурами. Это просад по-русски, подношение богам. Подношение приносится в основном во время церемонии пуджа. Пуджа – это поклонение, церемония поклонения одному какому-то божеству. Здесь в буддизме основной упор, конечно, на Будду, но есть его разные воплощения, есть разные другие, даже не знаю, как сказать правильно, разные другие божества, которым тоже поклоняются люди. И вот после пуджи, после поклонения, освященный во время церемонии людьми прасад возлагается перед тем или иным божественным началом. В разных традициях это разные вещи. Как правило, сладости. Но это может быть и рис, сладкий рис. Вот, отдыхают. Гора Таку. Новая пагода, только открывшаяся. Жена. Это символ богатства. Это недавно, 8 лет назад, на месте этот момент. Нет, смотри-ка, обрабатываем на месте. Да. Называется это сидящий Будда или сатей.
красивый багаж. Открытые стенды там, да, уютный браслет. Да. Одета на палец буду. Давайте, чего ты ждешь? Какое дерево. И такие Будды. Пагода сверху. И вот мы подошли к главной достопримечательности. Лежачий Будда. 11 метров в высоту. Ой, не помню сколько в длину. Считается одной из самых крупных статуй Будды в регионе, в индонезийском. Прямо в лесу, в чаще, на самой вершине, ну почти на самой вершине горы Таку. Когда я смотрю на такие вещи, у меня несколько вопросов. Ну, в принципе, два. А как и зачем? Да простят меня верующие, если таковые посмотрят это. Но это относится ко всем помпезно-религиозным и не только таким вот выражением человеческого отношения к природе, к себе. Нирвана. Еще раз, вот это вот стоит человек, супруга, вот люди у подножия статуи. Тоже алтарь. Бедная страна, в которой еда крестьянина, рыбка и горстка риса строят вот такое. Сотни тысяч человек это строят, материалы сюда наверх заносят.